Всем привет! Я Алекс Лампер, и сегодня поговорим о том, что такое горячие клавиши и как выработать привычку пользоваться ими. С приходом текстовых редакторов появилась подсветка кода, что сильно упростило визуальную навигацию по нему. С развитием технологий редакторы научились подставлять слова, пока мы пишем код, что получило название автокомплит. Прошло еще немного времени, и текстовые редакторы превратились в полноценные модульные среды разработки со множеством возможностей из коробки. Автокомплит теперь учитывает контекст, подсветка кода автоматически определяется по названию файла и так далее. К сожалению, множество программистов и по сей день используют мощные инструменты, но ограничиваются только примитивными их возможностями, тем самым игнорируя саму идею полноценной среды разработки. Этому есть несколько причин. Не выработана привычка, негде подсмотреть доступные возможности и сочетания горячих клавиш, страх нового. Как правило, привычка выступает основным ограничителем для тех, кто переходит с одного инструмента на другой. Те же, кто видит инструмент впервые, в основном пользуются его маркетинговой фичей, так сказать, тем, чем его продали. Мы быстро находим то, что привлекло нас в инструменте, и не исследуем другие его возможности, потому что не испытываем в них нужды. Я до сих пор встречаю людей, кто использует WebStorm только ради умного автокомплита. Процесс разработки в вебе включает в себя не только работу с кодом, но и с сопутствующими подпрограммами, такими как Git, Docker, Webpack, NPM, тестовые фреймворки, браузеры, менеджеры баз данных и так далее. И мы привыкли держать открытыми десятки программ и консолей для того, чтобы управлять ими всеми. Между ними необходимо переключаться, искать требуемое окно и тратить драгоценное время. Безусловно, работа с консольными программами – это определенный навык, который помогает понять инструмент и разобраться в его устройстве. С другой стороны, в процессе разработки также важна и скорость, с которой закрываются задачи. Современные IDE решают эту проблему, агрегируя все множество инструментов в единый контекст, прозрачно внедряя их в процесс разработки. Основным преимуществом работы через встроенные инструменты я вижу в том, что они учитывают контекст проекта, а не решают локальную проблему. Для управления подпрограммами IDE предоставляет визуальный интерфейс, взаимодействие с которым осуществляется с помощью мыши или горячих клавиш. Среды разработки JetBrains, в частности WebStorm, позиционируются как программы, с которыми можно комфортно работать, имея только клавиатуру. Пальцы программиста большую часть времени заняты набором кода. Перевод одной руки на мышь и дальнейшее наведение курсора на нужный пункт меню или иконку действия занимает время. Большая часть меню спрятана внутри других меню, а те в других, что усложняет доступ с помощью мыши. В результате переключается не только рука, но и мозг получает новое задание на поиск, и чтобы вернуться к предшествующей задаче, расходуется полезная энергия. Недаром в WebStorm существует возможность войти в так называемый Distraction-Free Mode, который полностью исключает UI, чтобы вы могли сосредоточиться на написании кода. К счастью, WebStorm удачно сочетает быстрые клавиши для доступа практически ко всем своим возможностям. Он также имеет удобный интерфейс для поиска уже привязанных клавиш и для установки новых сочетаний. Полный список горячих клавиш можно найти в меню настроек в разделе Keymap. Там же присутствует поле для поиска сочетания по названию команды. Как правило, они очень интуитивные. Более того, через основное меню можно открыть документ с наиболее популярными сочетаниями и действиями, что будет отличным стартом для новичка. Далее все, что нужно сделать для того, чтобы начать формировать привычку, это начать пользоваться этими клавишами. Попробуйте каждую из них в своем проекте, даже если сперва вам не ясно их назначение. Затем подумайте, когда бы вы могли повторно это применить. В следующий раз, встретив такую ситуацию, сделайте паузу, вспомните или подсмотрите подходящее сочетание клавиш и используйте их. Повторяйте, пока не доведете до автоматизма. На первых порах будет медленнее, чем вы делаете это сейчас с помощью мыши, но подобное вложение обязательно окупится. Для поддержания мотивации и просто ради занимательной статистики WebStorm умеет строить отчет, называемый Productivity Guide. В нем можно увидеть, как использование встроенных в IDE возможностей способствовало вашей эффективности. В WebStorm горячие клавиши по умолчанию могут незначительно отличаться для Windows, Mac и Linux. Если какое-то заданное сочетание клавиш не производит ожидаемого эффекта, значит что-то в вашей системе перехватывает их. На Windows это могут быть программы вроде GeForce Experience, которая по умолчанию забирает себе сочетание Alt F7. Отключить это можно в настройках самой программы.
На Ubuntu многие сочетания клавиш зарезервированы самой системой, но их также можно переопределить через интерфейс или командную строку. Если вы не можете самостоятельно определить, какая программа осуществляет перехват горячих клавиш, то в этом вам поможет Google. В будущих видео я буду использовать раскладку, к которой привык сам. Она не сильно отличается от стандартной, но может отличаться от вашей. Я всегда буду оставлять полное название команд, чтобы вы без проблем могли их найти в настройках WebStorm. Если у вас не получается найти нужное сочетание клавиш или какую-то необходимую функцию, пишите в комментариях, попробуем найти вместе. На этом все. Используйте свое время с умом и до новых встреч!